BMW пятерка в универсале на шаг ближе к X5. Хуже пластик. В принципе, хорошие моторы, но, опять же, возраст и пробег, цепи, турбины вам придется когда-то поменять. У кого меньше финансовых возможностей, тот покупает 34-ку, ездит. Я ценитель, я езжу на последней настоящей BMW. Обошли 30-ки по продажам. Потом носила статус последней настоящей BMW, когда вышла F10. Приветствую, ребят! Сегодня у нас бизнес-класс от компании BMW. Да, глаза вас не обманули. Из названия и достаточно одного взгляда бросить, и понятно, что это BMW E60. Но это не просто E60, это E61. То есть пятерка в универсале. E60 у нас была на канале. Сейчас многие выключат нахрен это видео, скажут, BMW это обязательно седан, и все. Это не BMW. Но, как говорит нынешний и предыдущий владелец этого автомобиля, BMW пятерка в универсале на шаг ближе к X5. И с этим тяжело поспорить, потому что X5 действительно, он не кроссовер с дизайном кузова, не седан и не лифтбэк. Ну, лифтбэк это уже X6 получается, но X5 все же универсал. Это нужно признать, и не нужно с этим спорить. И этот автомобиль достоин уважения. Мы находимся сегодня в лесу, такая умиротворенная обстановка. Тихо, птицы поют, так расслабляешься, тянет тебя поговорить, пофилософствовать. И вся эта картина не особо клеится, находясь рядом с этим монстром. В хорошем смысле слова это монстр. Почему, вы поймете позже. Обо всем по порядку расскажу. И если не углубляться в историю автомобиля, потому что хочется рассказать именно про него, потому что он реально этого достоин. Да, в 2003 году вышла BMW пятерка нового поколения E60, помахала 39-ки ручкой. И как обычно всегда бывает, новое всегда воспринимается в штыки. И только негативно. Что это за BMW? Вот 39-ка это была реально последняя настоящая BMW, а это не BMW, чему вы подражаете и так далее. И при всем при этой куче негатива, этом очень длинном уходящем горизонт, железнодорожном составе негатива, грязи, все, что облили на эту машину. Причем при этом у нее по количеству фанатов она обошла 39-ку, но по крайней мере не уступила, но по количеству продаж она превзошла пятерку в кузове E39. Было продано 1 400 000 экземпляров этих машин. Машина полюбилась всем. И опять же, согласно легендам, священным писаниям и всему подобному обычаю, машина потом носила статус последней настоящей BMW, когда вышла F10. Да, уже 39-ка была, да, E60 тоже неплохая. Вот E60 реально последняя настоящая, когда вышла F10. И так эта эстафета будет передаваться из поколения в поколение, разумеется. В прошлом видео про E60 я рассказывал, здесь на этом подробно останавливаться не буду, повторюсь. То, что передняя часть выполнена из алюминия, дальше она приклепана клепками к основной части кузова для идеальной развесовки. 50 на 50 автомобиль имеет отличную развесовку, отличную управляемость, ну, за что и ценят BMW, собственно говоря. Это сделано, да, вот для облегчения веса, опять же, ниже расход, лучшая динамика, лучшая вот равная развесовка. И в связи с этим все начало делаться в сторону облегчения кузова, и многим фанатам это не понравилось. Но и по пунктам, по которым автомобиль признавали не BMW-шным. Но первое, самое главное для многих в финансовом плане, не в плане философии, но в плане финансовом, это, конечно же, ходовая. Ходовая у E61 не отличается от E60. Единственное, то, что на E61, на универсалы, пятерки, в большинстве, на большинство автомобилей универсалов устанавливали сзади пневму. И это многих, конечно же, раздражает, потому что это недешево, особенно автомобили не молодеют. Последние автомобили сошли с конвейера в 2009 году. И если вы слышите то, что, или видите в объявлении, что машина 2010 года, это обман. Машина в 2010 году не производилась. И вот это самый первый жирный минус.
за что не любили эти машины после 39-ки. Второй минус, но не второй по значимости для фанатов, я не буду квалифицировать, что на первом месте, на втором, на третьем. Очередность уже выбирайте сами, наиболее важные пункты, которые для вас уже анализируйте. Многим фанатам также не понравилось более легкое закрытие двери. Нет уже этого ручного тренажера автомобиля, когда в 39-ке уже нужно было силы приложить и так вот тяжелую дверь так захлопнуть, что уже можно подкачаться, сесть на водительской двери, потренироваться, потом на пассажирской, и в принципе в качалку ходить не обязательно. Да, легкое закрытие двери всем было непонятно, почему когда в 39-ке не такой мужской звук закрытия, ты не чувствуешь этой массы, вот этого всего. Да, вот на автомобиле все начали делать с облегчением, вот алюминиевая морда, которая опять же играет в плюс, в том плане, что если были серьезные ДТП, этого не скрыть, это сразу видно, и любой подборщик это заметит. Даже не обязательно подборщик, любой автомобилист, который так не на «вы» уже с автомобилями, никакой опыт уже имеет, сразу это заметит по зазорам. Сделать это невозможно, скрыть это также невозможно, это сразу видно. И компания это делает с целью, чтобы не нести гарантию после ДТП, чтобы автомобили выкидывались. Хотя насчет подбора автоподборщики не берутся уже за Е60, потому что крайне сложно найти хороший вариант. Вот. Второе, то, что людям не нравилось, это, конечно же, вот прямая торпеда. В 39-ке она была повернута к водителю, здесь уже прямая. На F10, на F30 и F01 семерка были на канале, я их снимал, да, там уже вернулись к классике BMW, уже снова немного повернули к водителю. Да, исправляются в этом плане. Вернули эту концепцию. Хуже пластик, чем у 39-ки, да, там хуже качество материала в этом плане, немного, да, уступили. И хуже шумоизоляция. Беда машины это шумоизоляция, вот владельцы признают, кто-то доп. Шумку устанавливает. Но при всем при том, опять же, машины покупали и находили в них плюсы, наслаждались. Я, поскольку фанатом BMW не являюсь, все эти минусы, недостатки для меня не являются недостатками, потому что я не ярый фанат этой машины. Мне нравится внешне, мне нравится внутри, мне нравится, как она едет. То есть негатива я к ней не испытываю. Внешне она мне больше нравится, чем Е39, и за счет своей технологичности она мне больше в целом нравится, чем BMW в кузове Е39. Фанаты, конечно, многие меня сейчас раскритикуют, но это действительно так. И при всем при этом, как я уже сказал, машины обошли 39-ки по продажам. Но самый главный вопрос, это, конечно же, финансовый. И в финансовом плане лагерь фанатов делится надвое. Потому что все равно, несмотря, да, там не тот ресурс хуже пластик, там уже не то по качеству, конечно, уже не то, раньше было лучше, вот классическая фраза заезженная, но хочется соответствовать современному стилю BMW, духу времени, и все равно, кто имеет финансовые возможности, то покупает F10, если может себе позволить, или ездит вот на E60. У кого еще больше возможностей, то покупает G30. И, конечно, если еще больше, то пойдет и купит себе новый BMW 2022 года. У кого меньше финансовых возможностей, тот покупает 34-ку и ездит. Я ценитель, я езжу на последней настоящей BMW. То, что многим не понравится еще в сравнении с 39-кой, это то, что здесь уже, конечно, больше всяких электронных систем, больше плюшек. И с возрастом это, конечно, вылезает, если внимательно за этим не следить. А если за этим следить и вовремя обслуживать, это, конечно, расходы финансовые. Ну и так, плавно мы подошли к салону. Самое главное преимущество салона то, что пробег сейчас 321 тысяча километров. И кожа, на удивление, сохранилась очень хорошо. Все равно за кожей нужно следить, ухаживать, бережно к ней относиться. Светлые салоны смотрятся, конечно же, круче, чем черные, но надо признать, да, быстрее устают. Ну, всем-то известно. Конечно, есть обогревы сидений, вентиляция, все здесь есть, по большому счету, кроме панорамы. Все. И по минусам мы прошлись, но если взглянуть уже к плюсам автомобиля, первое, это опять же задняя пневма, потому что хоть она и затратна, но придает комфорт автомобилю, вам удобно ехать хорошо, да. Плюс, опять же, это двойные стекла. Самое главное, что здесь для меня это принципиальный вопрос, это трехспицевой руль. Я обожаю трехспицевые рули, и его наличие, это, конечно же, преимущество. Да, пробег вносит свои коррективы, по рулю уже видно, что ни хрена не 100 тысяч нужно наездил.
Система iDrive. Я уже рассказывал на E60 и на других BMW. Я не буду говорить, что она неудобная. Я люблю VAG и Audi Drive Select мне лучше. Нет, все можно привыкнуть. Информация по автомобилю, мультимедиа, навигация, климат. Все можно привыкнуть, настроиться, разобраться. Не такая она уже сложная. Все отлично. Не буду к этому докапываться. Многие уже заметили, что здесь механика. И многие сейчас скажут: о, что это, блин, механика. И очень интересный момент в этом автомобиле. То, что, вот, подходя, к примеру, встретив его возле супермаркета, там, в городе, на парковке, где угодно, подходя к нему, смотря в окно, смотришь на приборку, виден тахометр, 5500 оборотов, механика, 5500 оборотов, значит дизель, механика, значит 520, все, но встретившись с ней на трассе, тут понимаешь, что здесь ни хрена не 520. Выдает автомобиль только тормоза. Но об этом потом. Да, здесь шестиступенчатая механика, потому что в силу ее мощности автоматы не выдержали, здесь установлена механика. Но изначально здесь был автомат. Механический ручник, преимущество перед ВАГом, что ВАГ в те года, вот в 2004 вышла А6C6, видео на нее было, там уже электронный ручник, здесь еще механический, у многих бзик на электронные ручники, хотя уже везде электронные ручники, но для многих это принципиальный вопрос, так что здесь, да, это преимущество для кого-то. Подогревы сидений с вентиляцией, отключение парктроников, отключение стабилизации, здесь есть система Dynamic Drive, система EDS, все здесь есть. Сиденье, все, электрорегулировки, память сидений, ломающиеся спинки, все, что нужно, все можно отрегулировать под себя. Насчет сидений, вот пятерка BMW выигрывает у Mercedes, все равно более комфортное сиденье, и даже, да, выигрывает у VAG. Вот в сравнении с Audi, ну, здесь тоже долго можно спорить, но все же у BMW сиденье будет покомфортнее, да. Ну, пункт меню можно управлять джойстиком, вот, клавиша меню, ну, во всем этом можно разобраться. Удобный подлокотник, ну, конечно же, с возрастом, с пробегами скрипт где-то вы услышите. Не такой он уже глубокий, но тем не менее. AUX, Bluetooth, все здесь есть. Кто, опять же, разбирается в BMW, сразу же заметили то, что у нас автомобиль дорестовый. Это можно понять по дверным картам, по расположению ручки. У Реста в 2007 году вышел рестайл, а в 2004 вышли вот универсалы. У рестовых машин ручка уже находилась не здесь, а все клавиши управления находились снизу, и ручка была, как у большинства автомобилей, уже здесь углубленная с вырезом. Ну, индивидуальная водительская дверь, так скажем. А все остальные ручки были чуть другой формы, более плавные, не по таким углом расположены. Ну, я думаю, я вставлю фотки, и это будет, ну, заметно зрительно сразу. И еще один недостаток автомобиль унаследовал от 39-ки, там мало места для задних пассажиров. Конечно, все зависит от роста и комплектности, но у VAG, у Mercedes сзади места будет побольше в связи с тем, что у них у всех уже были V-образные моторы, а у BMW рядная шестерка, из-за этого подкапотное пространство достаточно длинное, и место в салоне за счет этого уменьшилось. Смотря объявление о продаже, вот дорест и рест, все в общую кучу. Всего у нас в Беларуси 234 автомобиля в продаже на данный момент. То есть есть еще выбирать. Минимальный автомобиль стоил 6900, ну, самый дешевый. Конечно, ну, не надо объяснять, что вас там ожидает. Конечно, вложение потребует. 2005 год, 2.5 бензин. Ну, М54, скорее всего. Но опять же будет заезжен, там указано 300 с лишним тысяч километров, ну, конечно же, сотню-другую там уже скрутили. Самые дорогие были дизеля. Рестовые, дорестовые, все 535, наша тоже 535, 3-литровые дизеля на 2 турбинах завода. 16, 16300, 17, 17500, вот такие вот цены. История этой машины. Это 535 дорестовая 6 года, как я уже сказал. Она была куплена 3 года назад за 10100. Вложена в нее, она покупалась для проекта, для себя. Предыдущий владелец горел этим проектом и вложил в нее 10880. Здесь сделано все. Сделана музыка, поменены стекла на тонировку AS3. Ее облили за $1400. Сейчас это будет немного подороже за счет стоимости материалов. И насчет кузова, да, он имеет склонности к коррозии, но все же
Универсал, как я уже сказал на видео Audi A6C6, все же универсал смотрится здесь неплохо. Хуже всего в этом Mercedes. 211 в универсале смотрится ну просто отвратительно. Для бизнес-класса он смотрится слишком просто и много просчетов в нем. Пятерка в универсале смотрится гораздо лучше, на мой взгляд. Под капотом у нас рядная шестерка М57 ТУ-2. 272 лошадиные силы с 4000 оборотов. При 4000 оборотов в рестайле уже увеличили, было 286 лошадиных сил. 560 крутящего момента с 2000 оборотов. 84 поршень, ход его 90. Степень сжатия 16,5. На 218 сил, на 231 лошадиную силу. В версии 3-литровых дизелей было 17 степень сжатия. Здесь степень сжатия уменьшена, здесь другие поршни, другая ГБЦ для большего надува. Это все сделано. Блок алюминиевый, разумеется, 4 клапана на цилиндр. ГБЦ также алюминиевая. И по проблемам, в принципе, всем известны проблемы. Это шкив коленвала к 100 тысячам уже. Необходимо за ним следить и менять, уже изнашивается, нужно заменить. Заслонки могут улететь, но это уже в широком смысле улететь. Я не знаю, не слышал повальных проблем, чтобы заслонки улетали. Но многие их удаляют из опасения этих проблем. Многие их удаляют по другой причине, потому что с большим пробегом дизеля все равно закоксовывается все. И по-нормальному их удаляют, чтобы это все не чистить. И просто снимают, ездят уже без них. То есть 2 в 1. И нужно чистить систему, весь впуск, потому что нагар бывает очень жесткий. И опасаясь уже, потому что коллектор нужно снимать, опасаясь этой проблемы, заслонки просто удалят, и ездят уже без них. А так, по большому счету, конечно, плохим маслом вы ушатаете 2 турбины, ушатаете поршневую в целом. То есть хорошее качественное масло, замена не раз 10 тысяч, а ну, при таких мощностях нужно раз 5 тысяч вообще масло менять и лить качественно. То есть все в ваших руках. И забегая вперед, на этих автомобилях уже устанавливались ну, более современные двигатели, уже с электронным щупом. Вот у нас еще механический щуп проверки уровня масла. На М54 также механический. Вот на нем я лоханулся, когда я Е60 снимал. Я думал, что Н52 вначале был немного видоизменен, а он уже был принципиально другой. Я в BMW не суть. И я из-за этого лоханулся, я подумал, что Н52 установлен, там был М54. Можете зайти, меня потроллить, посмеяться, потому что я там с мотором лоханулся, но рассказал про Н52. По большому счету, Н52 неплохой мотор, да, но нужно брать 3-литровый, потому что 2,5 более тонкие кольца, более правильный масложор. Но, опять же, пробеги большие, их объединили в одни проблемы. Но так, по большому счету, двигатель неплох. М54 хорош, без врожденных патологий, но, опять же, возраст и пробег нужно смотреть, что вы найдете. На М54 были на вот Е60 и на X5. Но Е60 была фанатская машина, да смотри, там 275 тысяч пробега родного, меньше, чем здесь даже. Там все понятно с этим. Но вот на X5 жесткая эксплуатация, и двигатель, ну, автомобиль в целом чувствует себя хорошо. По М57 ТУ-2 и ТУ-1, ТУ-2 еще была проблема, трескался выпускной коллектор. Его меняли на чугунный, некоторые меняли на такой же, но от автомобиля с меньшим пробегом, поэтому эта проблема тоже проявляется, нужно при покупке это учитывать, помимо это или нет, потому что менять придется, если что, вам. Предыдущий владелец, опять же, все заморочился, здесь уже поменено все. Здесь глупо говорить, да, потому что многие, вот цепной привод ГРМ, многие на это забивают, автомобили гремят, сколько 39-ок знаю, машина заводится, гремит полностью, ну, ужас просто владелец. А, все нормально, сейчас она проработается, на тепло это все будет тихо. Это ненормально, это хреново. Но здесь этого нету, и это не было на Audi A6C6, я об этом сказал, отдельно уделил этому внимание. Там была заменена, там была механическая коробка передач 6-ступенчатая, так же, как и здесь, кстати. И там заменены все, двигатель был снят, заменены 4 цепи, успокоительный сжижитель, весь ГРМ был заменен, заменено полностью сцепление. И это обошлось $1740. Но здесь плюс-минус стоимость запчастей чуть возросла. Поэтому здесь можно, ну, в районе $2000 на это все рассчитывайте. Тоже, да, недешево, недешево. Но и автомобиль тоже, это не Солярис. В общем, здесь форсунки от F10, турбина от F10, кульки все новые, это заметно сразу, тормоза, все сделано полностью, ходовая.
Здесь Stage 2, 480 лошадиных сил. 48 индекс этой машины, потому что 4,8 до 100 и 480 лошадиных сил. То есть не ошибетесь, 48. N54 отличные двигатели, 3-литровые рядные шестерки, хорошо поддаются тюнингу, обладают хорошим крутящим моментом снизу. Я рассказывал на F01 семерке, на других BMW, ну плейлист по BMW я оставлю, был там. В принципе, хорошие моторы, но опять же возраст и пробег, цепи, турбины вам придется когда-то поменять, потому что ну, моторы классные, их чипуют, снимают много сил, классные машины. В сравнении с по V8 N62 и M62 я рассказывал на E65, E66, E66 там был поменен вот, двигатель, автомат там тоже очень интересный автомобиль, и тоже немало туда вложен денег. На E38 это все рассказывал, на F01 рассказывал также про N63, и на фоне M62 там да, многих болячек, течи масла, датчики давления масла текут, все течет, плохо все, но по сравнению с N63 это все цветочки, это все ерунда, потому что N63 там, думаю, все уже знают, там на 120-140 тысячах завода уже нужна капиталка двигателя. Многие капиталят, и многие хвалят этот двигатель, потому что от капиталев он действительно хороший, КПДшный, но вот обладает низким ресурсом, конечно же, это минус. Здесь был 6-ступенчатый автомат 6 HP от компании ZF, то же самое на ВАК устанавливали, но здесь сейчас установили механику, потому что автоматы такую мощность не выдерживали просто, и чтобы их постоянно не менять, как пирожки, как в том анекдоте, продается BMW, что менял? Расходники, моторы, коробки, там ходовую потрошил постоянно. Вот здесь установили 6-ступенчатую механическую коробку передач. При покупке вообще BMW в пятерке, любой, ну в принципе не пятерки, тройки, везде, меняйте цепи ГРМ, торгуйтесь при покупке и меняйте масло в автомате, промывка гидроблока и масло в редукторе, потому что это точно никто не делает, всем похеру на это, но это делать нужно. И все уже забыли про E46 1.8 до рестовой, которые редуктора летели ну просто на ура, у всех поголовно практически. Также на E60 встречались глюки по электронному датчику уровня масла. Это очень важный момент для двигателей, потому что жоры масла, течи масла, и двигатель попадает в зону масляного голодания, а если еще уровень ниже допустимого. Так что серьезный момент, и насчет глюка датчика постоянно периодически диагностируйте, проверяйте, чтобы он не врал. Потому что здесь можно проверить механически и убедиться, а электронный может вас ввести в заблуждение, вы ушатаете свой двигатель. Это не такая дорогая проблема, но игнорируя которую вы можете попасть на значительные деньги, поэтому не игнорируйте этим вопросом, проверяйте. А так, в принципе, вот E60 это еще то поколение, где не было такого, как многие сейчас любят жаловаться, хотя B48 хорошие моторы, что 4-цилиндровые 2-литровые жужжалки на турбине. В любом случае, бизнес-класс 15-летний, не нужно ожидать чудес, либо нужно переплачивать. Как 39-ки, тоже в идеале, за 20 тысяч долларов тоже никому не нужны. А надеясь купить хорошую за 4 тысячи долларов, но это дрова. Так что здесь уже приходится выбирать, фанат ли вы, либо вам нужно что-то посвежее, посовременнее. То есть цена-качество, состояние, вот эти все пропорции. Либо вот в такой проект, но тоже за этот автомобиль мало кто вот готов 20 тысяч долларов отдать. За сколько он куплен, за сколько у него вложено. Поэтому автомобили бизнес-класса, да, это занятие не дешевое. И вот то же самое А6, неизвестно, за какие деньги она уйдет. Хотя сделано там все, машину вот можно не глядя покупать. В сравнении с другими BMW, 3-литровыми дизелями, даже вот ТУ-2 с такой мощностью, то что у автомобиля, вообще я люблю немцев за то, что внешне ничего это не выдает, за исключением тормозов. Только по тормозам можно понять, какая здесь мощность. Здесь уже, как я сказал, 480 лошадиных сил, и крутящего здесь, в районе 800, даже немного больше, чем 800. Благодаря этому турбина это V10, форса опять же это V10, прошивка Stage 2, выхлоп новый, все отлично. Тишина в машине, что самое главное, нет этого корчеватости, она едет тут спокойно, я держу. На первой передаче еду 2500 оборотов, вообще не напрягаясь, машина едет хорошо. Но в любой момент вот. Она всегда наготове, она всегда готова выстрелить. Вот немного резче нажимая, она уже срывается. Сразу понятно,
что за автомобиль, что из себя представляет. Это, конечно же, плюс. Да, здесь не самая хорошая дорога, но преимущество то, что сзади все же пневма, и все же она помягче, чем А6. Но многие, конечно же, выкидывают пневму, ставят пружины, и что уже будет комфортней, такая Е60 на пружинах, и либо А6, это уже нужно выяснять опытным путем. Конечно, стихия Вага квадрового — это заходить хорошо в повороты. Но BMW хороша, конечно же, на прямой. Насчет динамики, здесь гоняться мне не с кем в нашей местности, потому что 5-литровый Мустанг она обошла на полкорпуса, выиграла полкорпуса 5-литрового Мустанга, поэтому здесь мало особо ей конкурентов. Насчет такая хорошая ручная уже антиугонная система, то, что здесь когда-то был автомат, и автомобиль заводится с нажатия педали тормоза, как на автомате, а не на сцеплении, как на механике. Если потенциальный угонщик придет, начнет угонять этот автомобиль, он ни хрена не поймет, почему машина не заводится. Потому что есть каналы на ютубе, где показано, что даже самые крутые BMW, дорогих комплектациях с антиугонками угоняются буквально за 1,5-2 минуты. Это немаловажный факт. И аргумент за счет этого. Этот автомобиль так дернуть не получится. И опять же, это преимущество перед конкурентами. На нем можно ехать спокойно, может сорваться быстро. Автомобиль от 60 до 160 кладет просто вот по щелчку пальца, и вы едете как положено. Можно отключить стабилизацию. Все понимают, что машина мощная и тягаться не стоит, и в потоке тут дерзить уже желания никого не возникает, потому что едешь быстрее всех, да. По динамике 4,8 до 100 на заднем приводе, я считаю, это неплохо. Были, конечно, полноприводные такие автомобили. Многие скажут, что BMW это только задний привод, но есть люди, которым полный привод необходим, категорически необходим. Поэтому не все так однозначно, ребята. Есть, конечно, круиз, то, что здесь не особо нужно, в принципе, но я люблю круиз, и для меня это плюс. Я часто им пользуюсь регулярно, поэтому хорошо. Многие скажут, вольни боком, там покажи, как она прет, покажи, как системы работают. Но мне самому это не интересно, да, вот 180 уже шум от ветра так отчетливо слышно, я уже начинаю голос повышать, да. Насчет шумки, да, вот фанаты, ну, все уже давно известно, что шумка здесь похуже, чем 39. Но мне это не нужно, насиловать автомобиль, там ехать боком, я не люблю машину насиловать и не хочу это делать. 4,8 до 100 ей нет равных, ну, в большинстве своем, в широком смысле слова, в наших краях, тем более, вот. С отключенной стабилизацией, да, можно поддерзить, погонять, с ума посходить. Автомобиль вам это даст, да, он зарядит вас эмоциями, вы возьмите себя стрит-страйкером. Благодаря пневме сзади есть комфорт, благодаря большим каткам комфорт уменьшается, но меньшие катки будут срываться в пробуксовку, меньшая реализация, так что этим приходится жертвовать. На мощной машине всегда приходится выбирать идеального сочетания, вы не получите. Либо жертвуйте динамикой, либо комфортом, потому что здесь нужен зацеп, нужны большие катки. Но машина не жесткая. Ну и здесь и асфальт достаточно нормальный, неплохой. Насчет тормозов. Тормоза хорошие, но не так они впитывают в тебя уверенность, потому что на Ваге начинаешь тормозить, машина стремится тебе нос разбить об руль. Здесь машина уверенно тормозит, но у меня нету такой стопроцентной уверенности, вот как на Ваге. На Ваге начинаешь топить, машина начинает вкапываться. Здесь она очень серьезно скидывает скорость, но нет этой резкости, ну, к которой я привык на Ваге. Параллели можно проводить сколько угодно. Вот у BMW лучше, вот мягче, комфортнее сиденье. У Вага полный привод квадро переплевывает всех. Он лучше в этом. BMW вот рядная шестерка. Кто-то боится V-образных двигателей.
динамика у кого-то. Но здесь вот крутящий момент с 2000 оборотов. Поздновато, увага раньше, потому что V-образный 3-литровый дизель, V-образная шестерка. Чуть пораньше за счет этого. Но здесь автомобиль накачали еще раньше крутящий. И крутящего здесь достаточно, чтобы рвать даже с 1400 оборотов и менее. Автомобиль позволяет, особенно неискушенному человеку. До 200 кладет уверенно, то есть вопрос даже, где реализовать весь потенциал этого автомобиля, а не в том, может ли он, кого он обгонит. Он гонялся и с геликом, и с X5, и с E46, М-кой, М3. Машина обошла всех без исключений. Сходу, с места, как угодно. Поэтому гоняться на ней неинтересно, потому что в наших краях нету потенциальных кандидатов. Но преимущество этой конфигурации то, что автомобиль очень хорош для, скажем так, для преследования. Он подойдет для спецслужб, такая конфигурация. Также для резкого маневра. Автомобиль способен резко ускориться, обогнать, когда это вам нужно. Ну и, конечно, это все идеально для удовольствия. Разогнаться здесь тоже толком не получается. Все туго соображают. Вот, но для дизеля мощности здесь предостаточно, и это не предел. Это не предел. Можно еще качнуть сверх эту машину, но я считаю, этого не нужно. Это, возможно, будет делаться, хотя вряд ли. Потому что этой мощности ее уже за глаза хватает. Здесь спортивная рейка, автомобиль очень хорошо реагирует на руль, но со скоростью здесь нет опасности этого руля. То, что с возрастанием скорости автомобиль не так резко реагирует на положение руля, потому что очень много людей разбивается в связи с тем, что даже вот на одинаковой реакции руля, что на 60, что на 160, что небольшое отклонение автомобиля резко меняет траекторию и высока вероятность разбиться. Здесь такого нет. Здесь с ростом скорости, вот я еду 60, вот она резкая, все как положено. Насчет вот 180-200, когда шел, то уже я нормально подруливаю в сторону, то есть я к чему? Что автомобиль хороший еще в плане безопасности. Да, может он по качеству материалов, как что делать, хуже шум, когда вот шумы пробиваются, топлю, мне на ней приятно ехать. Многие сейчас, что ты ехал, ты не показал, как система работает. Ребят, еще раз, для тех, кто не понял, мне это не нужно, я не хочу насиловать машину, не хочу ее убивать, она едет боком, мы это пробовали, все, она классно это исполняет, даст ощущений драйверских, но не хочется ее убивать, хочется сохранять в таком состоянии, потому что эта машина, это действительно BMW, в которой ничего, как ни странно, делать не нужно, все хорошо, можно просто кататься. Здесь через пару тысяч километров необходимо поменять масло, охлаждайка здесь замена, а так следите за уровнем топлива, и все. Вот реально, это действительно BMW, которую можно любить. Все остальные, которые можно вкидывать деньги, это уже, уже не то ощущение от автомобиля. Это настоящая BMW. Насчет клиренса, вот по таким дорогам, дачным поселкам, на ней можно проехать, да. Конечно же, немножко жим-жим, но она все же проезжает. Вот здесь нормальные такие ухабы. И благодаря, что сзади пневма, все делается достаточно мягко. Автомобиль, не такой жесткий, все равно делать это приятно. И не так страшный черт, как его малюют. Все равно клиренс позволяет ехать по таким загородным проселочным дорогам. А это важный аргумент, потому что живем мы все же в постсоветском пространстве и ездим не на автобанах. Багажник с кнопки работает как положено, здесь нет негативных моментов, за которые автомобиль можно раскритиковать. И багажник достаточно большой, несмотря на то, что за счет, опять же, длинного подкапотного пространства уменьшилось место по салону и задним пассажирам достаточно тесновато. Но что касается багажника, здесь хороший запас по пространству. И багажник здесь немал, все же бизнес-класс.
Все с кнопки закрывается, все работает. Опять же, фишка универсала. Очень удобное багажное отделение, можно все это загрузить. Автомобиль шикарен, он просто шикарен. Это произведение искусства, потому что делалось для тебя, в него вложена душа. И это чувствуется, черт возьми. Да, и это BMW, в прямом смысле слова, это BMW, потому что она отличается от 90% тех BMW, которые продаются, сейчас стоят в объявлениях, где написано «для своих лет отличное состояние». Это понятие конкретно растяжимое. И да, их можно раскритиковать за плохое состояние, что машина умотана, ушатана, не высосут деньги, это будет правдой, конечно, но это не значит, что эти автомобили плохие. Это значит, что им с владельцами не повезло. И у них судьба такая, но этой машине повезло, она находится в заботливых руках, и на ней действительно приятно ехать, потому что ты едешь, наслаждаешься природой, вот птицы поют, правда, из салона этого не слышно. Но вот солнце светит, все, наслаждаешься жизнью, радуешься, а не ждешь, когда снова чек загорится, потому что ты 5 минут назад ошибку скинул. И уже машину водит, надо то обслужить, автомат пинается, и все вот это вот BMW-шное, все стандартные байки. Здесь этого нету. Поэтому ничего плохого про нее сказать нельзя. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь в телегу. Я спешу сообщить то, что на Яндекс.Дзене и на Рутубе все видео выложены. За всю историю канала существования все видео там выложены. И все новые видео будут выходить в один и тот же день, в одно и то же время на Яндекс.Дзен, Рутубе и Ютубе. Если что-то с Ютубом, есть еще 2 площадки. Так что мои соцсети, все находится в описании, все со мной в описании. Спасибо большое за просмотр. Я думаю, вам понравилось. Счастливо!